Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что заходите на наш канал, смотрите, ставите комментарии. Мне все это очень приятно. Не знаю, как вы, а я очень люблю шить из полосок ткани. И сегодня я хочу предложить вам один очень интересный блок, который шьется из разных полосок. Для этого нам понадобятся полосы 3 цветов и еще дополнительно полосы белого цвета. Давайте посмотрим, как это делается. Итак, подготовим полоски тканей. У меня полоски шириной 5 сантиметров. И я возьму их 3 цветов. Цветные 3 цветов по 5 сантиметров. И еще нам понадобятся полоски белого цвета, ну или любого контрастного цвета. И ширина у меня 4 сантиметра. Можно взять поменьше. Можно эти полоски взять побольше, 6 сантиметров. Ну, там уже смотрите на ваше усмотрение. Вот. И будем их сшивать. Вот я уже сшила их вот в такую вот полосу. Швы все разутюжила. Ну, так мне удобнее. Вот так. Теперь от этой полосы будем отрезать квадраты. И понадобится 4 квадрата отрезать. Ну, соответственно, значит, длина вот этих полосок должна быть, ну, где-то около 70 сантиметров. Если меньше, можно надставить, вот, дошить. Ничего страшного. Вот теперь будем резать. Значит, ширина у меня получилась 16,5 сантиметров. И отсюда отмеряем 16,5 сантиметров и отрезаем квадраты. Так, на 4 мне немножко не хватает, придется доставлять. Теперь берем 2 вот этих вот квадрата и накладываем их друг на друга, но так, чтобы, запомню, что синяя полоса сверху, и это тоже сверху. И вот так вот их накладываем. Теперь прочертим диагональ. И будем строчить с двух сторон от диагонали, отступая по 7 миллиметров. Проложим 2 строчки вот так вот. Прострочили вдоль диагонали, отступая по 7 миллиметров с двух сторон. Теперь разрезаем по линии, по начерченной линии. Заворачиваем. И вот что у нас получается. Вот получилось 2 таких квадрата. Из остальных отрезанных нами квадратов сошьем еще 2 таких квадрата. Итак, у нас получились 4 квадрата. Теперь хорошо бы эти квадраты все выровнять до одного размера. Давайте сделаем это с помощью квадратной линейки. Возьмем первый квадрат, совместим диагональ с диагональю на блоке и посмотрим. Итак, я буду их выравнивать до 15,5 на 15,5 сантиметров. Вот 15,5 у меня. Вот здесь вот немножко лишнего. Отрезаем. И также переворачиваем и посмотрим в другую сторону. Совмещаем 15,5. Ну, здесь все ровненько. И проверяем также все остальные квадраты. И теперь будем выкладывать наш блок. Ну, я буду делать вот такой вот блок. И единственное, что я еще хочу сделать, я хочу здесь вот добавить между ними белую полоску. Для этого берем белые лоскуты и пришиваем к этой стороне и потом вот эту часть. Также поступаем и с нижней. Полоски у нас 4 сантиметра шириной и пришиваем. Итак, пришили к одному блоку белую полоску. Ну и к нижнему то же самое. Теперь для того, чтобы у нас сошлись вот эти вот линии, чтобы что-то не перекосило, вот, давайте сделаем вот так вот. Вот напротив каждого шва, вот здесь вот шовчик, поставим отметочку. Вот здесь вот шов, отметочку. Вот так вот. И вот здесь вот. Так, а теперь будем накладывать один блок на другой и совмещать точку шва на этом блоке с отмеченной точкой. Возьмем булавки. Так, и вот наша точка, мы ее совместим. Все, накололи.
Также поступаем с остальными швами, для того, чтобы у нас было продолжение и было красиво все. Так, вот смотрите, пришили полоски к верхним и к нижним блокам. И вот можете посмотреть, вот продолжение. Все у нас сошлось. Теперь осталось сшить полоску вот сюда, пришить. Поступаем также, пришиваем к этой стороне. Обязательно отмечаем все линии, которые должны у нас сойтись маркером, ручкой, и скалываем булавочками. Сейчас я покажу вам, что у нас получается. Так, вот смотрите, в итоге, что у нас получилось. Пришили последнюю полоску. Можете посмотреть, как это выглядит у меня на изнанке. Размер блока получился, сейчас посмотрим, получается у меня 32 на 32 сантиметра. Ну, значит, в готовом виде это будет 31,5 сантиметр. Ну, в итоге, что я хочу сказать, что, например, для детского одеялка, которое, ну, метр на метр, вполне можно сшить 9 таких блоков, добавить какую-то красивую кайму, и вот, пожалуйста, у вас будет детское одеяло там метр на метр. Его можно выкладывать разными способами, какой вам нравится. Можно вот так вот, синий тут, зелененький вот здесь вот. Можно сделать оба зеленые, зеленая полоска здесь, синяя здесь. Можно вообще вот эти вот развернуть вот так вот, вот таким вот образом. Ну, в общем, как вам, крутите, вертите, как вам понравится. Вариантов много. Пожалуйста, шейте с удовольствием. Получится очень интересное и красивое одеяло.